Представители знака зодиака Рак. Здравствуйте, мои дорогие. Таро-прогноз, гороскоп. События до конца сентября. Давайте узнаем. Будем, конечно, реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из нас. Но сегодня у нас новая колода. И прорисовала иллюстрации к этой колоде. Она называется, кстати, Таро добра или The Good Таро, хорошее Таро. Так вот, прорисовала иллюстрации известный художник, таролог Колет Барон Рид. Она более 40 лет занимается как раз Таро. И она взяла за основу классику 78 карт, но в то же время она подает значение каждой карты с позиции позитивной психологии. Где-то метафорические карты, которые как раз в работе психолога используются. Вот давайте с некоторым оптимизмом посмотрим на вторую половину сентября. И если первая половина сентября у нас была до 16 числа, поскольку Меркурий был в ретро-движении, и мы знаем, что это всегда какая-то неразбериха, сумятица, какие-то двойственные ситуации, разрозненная информация. Одним словом, есть какое-то, может быть, даже недоумение по тому или иному вопросу, что-то нас могло ставить в тупик. И вот как раз так потихонечку, после 16-го, все отстраивается и принимает какие-то свои формы или конкретные очертания. У нас сейчас лунные узлы на оси Овен-Весы. Так вот, Овен – это доминирующая сила, прогрессивный узел, северный. А весы – это южный узел или та убывающая сила. Но вот теперь, особенно 4 октября, запомните эту дату, но уже теперь некоторые могут это прочувствовать, как планета Марс приближается как раз вот к этому южному узлу. И это, если мы знаем, что весы, это у нас дипломатия, правда? Так вот, в данном случае эта дипломатия, она не в угоду кому-то. Или, знаете, когда мы где-то идем на попятный, а бы было тихо. Нет, в данном случае Марс в весах. Это как железный кулак в бархатной перчатке. Нужно принять какую-то данность без иллюзий, понимаете? Может быть и настоять на своем мнении, но сделать это все равно как будто красиво. Вот как весы, да, с дипломатией где-то может быть. И проманипулировать. Но здесь будет важно вот наша точка зрения и как мы ее сумеем сохранить, мои дорогие. Вот прямо так. Я уже подготовила, перемешала эту колоду. И давайте мы сейчас достанем карты. Первая карта. Что придет? Вторая половина сентября. До конца месяца. А что уйдет? Давайте мы спросим. Или что вы сможете, может быть, завершить окончательно? Чем дело кончится? Может быть, есть какой-то вопрос, подсказки. Чем сердце успокоится? Давайте достанем такую карту, что скрыто, может быть, чему-то мы не придаем внимания. И 3 события, мои дорогие. Может быть, это и одно событие с какими-то эпизодами или под эпизодами, деталями. А может быть, и одно в нескольких позициях или нюансах. Итак, что придет, что нового? Зов. Это, знаете, очень добрая карта, которая соответствует, это 20-й старший аркан. И если мы берем классическую колоду Таро, это был бы у нас или была бы карта страшного суда. Но в данном случае это карта истинного успеха, мои дорогие. Прекрасная колода, правда. И ведь это старший аркан все-таки, да, это те события, которые словно пространство, вселенная, судьба, карма, как вот угодно назовите, что-то у вас как будто состыкуется. Может, правда, какой-то пазл сойдется, или какая-то неразбериха закончится, или добавятся какие-то новые детали, когда мы увидим какую-то конкретику, да, в тех вопросах, которые были двойственные для нас, непонятные, или, может быть, мы чего-то ждали долго, ну, может быть, буквально вынужденное ожидание документов, подписания каких-то бумаг, оформления и так далее, потому что вот что-то откладывалось. А здесь это результат, причем тот результат, который очень символичен и как синоним успеха идет. Причем, когда мы остаемся довольны. И я надеюсь, видна эта карта, поднесу ее поближе. Она прямо, ну, где-то как ангел, конечно, изображена, который трубит нам, да, о возрождении. Этим она перекликается. Эта карта с классической колодой Таро. Но это карта истинного успеха или истинного какого-то нашего получения результата, которым мы, главное, останемся довольны.
довольны. Может быть, это своего рода веха в вашей жизни, как ступенька какая-то, после которой мы пойдем дальше, выше. Или словно у нас будут развязаны руки, ну так иносказательно, чтобы да, в дальнейшем какие-то свои планы реализовать. Давайте мы спросим, что же уйдет тогда. Четверка Земли по этой карте, это карта, как во всех колодах, материального успеха, это карта надежности, это карта, ну, где-то больше материального такого нашего отношения к жизни, больше идет какая-то собственность. Может быть, вопросы вы окончательно решите по поводу вашего дома или места проживания, или вы проанализируете на надежность некоторых людей. И, может быть, придете к такому выводу, что кому-то я не могу доверять. Или просто, тут ведь у каждого своя какая-то задача. Вы будете оценивать обстановку вокруг вас на стабильность и надежность. Людей, окружение ваше, мои дорогие, тоже. Кому я могу доверять на надежность, на стабильность. Потому что как будто это сейчас для вас тоже имеет значение. И где-то профильтровать окружение вы точно сможете. Чем дело кончится? Семерка воздуха. И здесь, знаете, общение. Общение с людьми совершенно разными. Это когда мы могли думать, это ведь чем дело кончится у нас, да, мы могли думать, допустим, что дело будет развиваться по какому-то определенному фарватеру. А здесь могло пойти как-то совсем, ну, не так по нашему предположению. Но знаете как, есть такое еще значение, что несмотря на то, что происходит вокруг, несмотря какие люди нам как будто встречаются, мы можем где-то принять во внимание мысли или идеи других людей, но тем не менее, когда мы будем поступать все равно по-своему. Это карта независимости, когда мы живем по своим правилам. И, может быть, кто-то нас там к чему-то склоняет, но действительно, по карте Зов мы сказали, что это абсолютный успех. Вы будете поступать так, как вы считаете нужным. И если чем дело кончится, вы именно закончите. С учетом, кстати, дипломатии, потому что дипломатия в этой колоде карт, она тоже предусматривается именно для семерки мечей. Как будто через дипломатию, через умение с разными людьми договориться, мы настоим на своем и сделаем ровно так, как мы хотим. Вот так. Чем дело кончится? По-вашему кончится, мои дорогие. Чем сердце успокоится? Шестерка воды. Но в этой колоде это воспоминания или что-то прошлое. Может быть, будете вы так соотносить, что есть сейчас, что было раньше, для того, чтобы какой-то вывод сделать. Хотя по карте Зов, правда, с кем-то мы тут можем окончательно проститься. Или, если мы говорим, вот как проигрывающая сила, что уйдет по четверке Земли, это четверка Пентаклей. Вот мы будем оценивать, насколько я могу, может быть, опереться на того или иного человека, не подставит ли он меня, не подведет ли он меня, как было когда-то, может быть, как история с этим человеком, или пусть это было когда-то прежде совершенно с кем-то другим, но есть, значит, какой-то у вас, ну, такой опыт, который вы точно не захотите повторять. Это вообще это своего рода такая ностальгия по прошлому, воспоминания, которые, в принципе, на какую-то конкретику, они не влияют. Значит, будут, может быть, и эмоции, может быть, будут, знаете, правда, как ностальгия, вот как было когда-то, да, и нам в позиции, чем сердце успокоится, может быть, мы где-то и пытаемся повторить какой-то прошлый сценарий, в хорошем смысле, когда мы были счастливы, или что-то нас радовало, или был период покоя, мы можем даже к этому стремиться. Но тогда, мои дорогие, все равно отстраивая какую-то новую реальность. Потому что действовать совсем по старинке сейчас не получается совсем. И у нас карта Зов, мы сказали, опять же, с чего начали, к тому возвращаемся. Тот самый успех или получение уже того, к чему мы, может быть, долгое время шли, это все равно предусматривает какую-то новую реальность или какие-то события в вашей жизни, которые тоже сопряжены, может быть, с изменившимися обстоятельствами. Что скрыто, давайте узнаем. По двойке воздуха.
Эта карта, если мы знаем, что в классической колоде Таро это у нас карта выбора, это у нас обычно два меча изображается, да, и мы словно на развилке, то здесь нам говорят совершенно о другом. Знаете, это карта тупика. То есть, что скрыто? Двигаться в этом направлении я ничего не добьюсь. И карта, знаете, нам очень символично, что 20-й старший аркан выпадает и двойка воздуха. Здесь нам карта советует только одно – оставь все как есть. То есть признать, что да, есть какой-то вопрос в тупике. И нам говорят, просто выжидай. Вот сейчас форсировать что-то, пытаться, может быть, на какую-то ситуацию продавить или уговаривать кого-то, объяснять кому-то, доказывать. Вот вообще никак. Здесь нужно как будто дождаться удобного момента или когда ситуация прояснится сама по себе. То есть принять то, что мы не в силах изменить, по сути дела, так. Давайте события, паш воздуха, да, есть какая-то у вас, может быть, это приходит, знаете, как через какое-то известие или, может быть, информация. Это может быть та информация, которая нам открыла глаза на какую-то реальность. Так тоже может быть. Потому по пажу воздуха это всегда новые идеи. Это в хорошем смысле любопытство. Любопытство к жизни. И это какая-то иная точка зрения. Даже если нам говорят, да, вот прежде, что остановись и дождись, когда обстоятельства будут сами как будто меняться вокруг тебя. Может быть, люди. Если не меняться, то значит, может быть, будут, общаясь с вами, рассказывать вам о чем-то, а вы будете правильные выводы делать. Так ведь тоже может быть. Но это мы не педалируем ситуацию, мы просто именно наблюдаем. И мы можем узнать очень много интересного. Тут как раз вот и может то, что было скрыто, выйти где-то на поверхность во вторую половину сентября. И для вас это поможет взять правильный ориентир или разобраться, кому я могу доверять. И кто знает, мы ничего не форсируем, но какие-то перемены, события вокруг нас происходят, и когда мы наблюдаем, мы как узнаем что-то тайное, так и какие-то выводы, может быть, придут. А, кстати, во вторую половину сентября действительно, знаете, как пространство нас может как будто подталкивать к какому-то выводу. Вот оно складывается по обстоятельствам таким образом, что не оставляет нам каких-то ненужных мыслей. И мы здесь где-то к какой-то своей либо точки зрения придем, либо утвердимся как в правильности, может быть, наших суждений. И, может быть, вполне мы так скорректируем либо наши планы, либо решим действовать по-другому с другими людьми. Ну, или как минимум своя какая-то идея или своя какая-то ваша задача, она у вас более четче прорисуется. Мысли, безусловно. Второе событие – четверка воды. Прекрасная карта, очень красивая нам тут изображена. Вроде как русалка, но любая четверка – это своего рода уверенность. Так вот, в данном случае это уверенность, это карта самоанализа. И вот очень примечательно, что мы только что с вами говорили о любопытстве, об идее, именно вашей какой-то другой точки зрения. И здесь вот выпадает следующая карта самоанализа, когда мы приходим к выводу, что, к примеру, то, что было интуитивными предчувствия, а они были правильные. Эта карта еще и сновидений, поэтому у кого-то из вас, а вы люди интуитивные, могут быть и сны такие. Или по этой карте могут быть не случайные случайности. Мы кого-то можем встретить. Или вот какой-то такой парадокс в нашей жизни все-таки может произойти. Такое событие может быть как звонок кого-то, о себе что-то напомнит. И значит, это вот все неспроста, понимаете? Тут вот эти подсказки Вселенной или подсказки вашей интуиции, они, любая мысль, как будто она не будет случайной, все в целом, это вас подводит постепенно, даже если вы ничего не форсируете, а признаете, что да, в каком-то вопросе есть тупик. Тут действительно вас сама судьба будет как будто стараться направить в том нужном направлении или фарватере, которое вам необходимо, или свести с теми, может быть, людьми, которые могут быть вам полезны, или ну, какое-то сотрудничество на последующий период может предусматриваться. По этой карте есть еще и по четверке воды есть такое значение, когда, знаете, тоже, если тут говорим тупик, временное затишье, поэтому действительно что-то форсировать не надо, нужно наблюдать. Третье событие
И здесь у нас девятка воздуха. Карта нам говорит о том, что мы могли предыдущий период сожалеть, что что-то мы сделали неправильно. Или вот этот самый тупик. Или мы к чему-то шли, может быть, старались, но вот ну, не получилось. Какой-то прогресс был затруднен, что-то, может быть, не сумели договориться, какие-то отношения не срослись, вот что-то, может быть, разрушилось или вот зашло в тупик, мы говорим. В данной колоде девятка воздуха нам как раз говорит о том, что мы себя как будто не истязаем по тому поводу или по тем причинам, когда у нас что-то не получилось сделать. Здесь переход от самоосуждения какого-то или какой-то самокритики к себе самому, с состраданием относиться. Карта говорит о добре к самому себе, о добре к собственной душе. Когда, знаете, понимаем, что ведь у нас девушка находится, как будто, посмотрите, она едва, нам кажется, стоит на вершине какой-то скалы. И вроде бы страшно, а у нее крылья. И вот по этой карте есть такое значение, что мы признаем, что из-за нашего страха вот именно была искажена какая-то реальность. Нам как будто страх, может быть, или страх как сомнение, или мы боялись, что у нас не хватит, может быть, сил что-то осуществить, или мы удерживали что-либо или кого-либо из-за страха потерять, из-за страха, может быть, того, что какая-то новая совсем история начнется, если мы от чего-то откажемся. Но это не может продолжаться бесконечно. И здесь мы понимаем, что да, вот какие-то такие мысли, когда мы ковырялись в себе, извините меня, прямо скажу, или когда мы где-то не услышали подсказки собственной души, а начали какую-то ситуацию, может быть, педалировать, или когда мы были слишком строги к самих к себе. Так ведь тоже нам все-таки эта карта говорит о доброте. Почему здесь и подразумевается, что мы как будто избавляемся от страха и одновременно понимаем, что вот именно это чувство, оно нас сдерживало. Очень добрая карта в этом значении. И что мы обретаем в итоге? Ясность. Символ этой карты – это ясность, и я все могу. Мы спокойно теперь смотрим на все превратности судьбы. И именно эта позиция делает нас сильнее. Перекладывайте на себя, мои дорогие. Почему-то много философии. Что-то у вас на повестке дня стоит очень важное. Может быть, действительно, по карте Зов она первая. Она сразу говорит о том, что будет какой-то успех. Причем истинный успех. Но, видимо, вы чего-то добьетесь. Но это, знаете, когда мы словно шли, добирались до какой-то вершины. В итоге мы до нее доходим, смотрим вниз и понимаем, да, что-то у нас, может быть, не удалось по дороге совершить. От кого-то нам приходится или от чего-то отказываться. Мы понимаем, что это не конечная точка. Нам продолжить придется путь, но уже совершенно в другом качестве. Опять же, отказываясь от чего-то. Вот здесь, видимо, будет такая переоценка ценностей для вас на последующий период до конца сентября, по крайней мере, для вас вот состояние души, мои дорогие представители знака зодиака Рак, и самодоверие – это ключевое значение. То, что вы чувствуете и как вам самим чувствуется, чтобы вам было хорошо. Вот если будет вам хорошо, это, знаете, как подсказка, идти мне в этом направлении или нет, продолжать мне эти отношения или нет. Если душа зовет, если вы чувствуете, что мне там хорошо, вот вам, значит, туда и надо. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.